Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, нежнейший, ароматнейший медовик. В моем детстве мама часто готовила медовик, крем там был с вареной сгущенкой, и я помню, как мама варила сгущенку, а мы с сестрой крутились в ожидании. И мы просто обожали этот торт. На моем канале есть рецепты нескольких разных медовиков, ссылки на них я оставлю в описании под видео. А сегодняшний рецепт очень похож на вкус того самого медовика из моего детства, только крем я немного изменила, сделала его более легким и нежным. Торт буквально тает во рту. Давайте приступим к его приготовлению. Начнем с подготовки сметаны для крема. Нам нужно ее отвесить, чтобы стекла лишняя ненужная жидкость. Сделать это очень просто. Дуршлаг застилаем марлей, сложенной в несколько слоев. Ставим его на емкость, куда будет стекать жидкость, и выкладываем внутрь всю сметану. Сверху сметану накрываем марлей, устанавливаем груз и убираем в холодильник часов на 5. А в это время как раз займемся тестом и выпечкой. В сотейник помещаем яйца комнатной температуры, добавляем к ним сахар и слегка растираем венчиком. Затем сюда добавляем мед. Если у вас мед слишком густой, то подогрейте его слегка в микроволновке. Также все растираем венчиком и теперь сюда добавляем сливочное масло комнатной температуры, нарезанное кубиками, и отправляем в сотейник на плиту. На плите на среднем огне при постоянном перемешивании нам нужно довести массу до полного растворения меда, сахара и сливочного масла. Смесь должна хорошо нагреться, стать горячей, но нельзя ее доводить до кипения. Когда масса стала вот такой однородной и хорошо нагрелась, сразу же добавляем к ней всю соду и начинаем очень активно перемешивать и выключаем нагрев. Лопатку лучше заменить на венчик, и вы увидите, как масса начнет светлеть, увеличиваться в объеме, подниматься. Сразу переносим ее с плиты на стол и продолжаем активное перемешивание. Идет реакция соды с медом, и чтобы вся сода прореагировала, нужно очень хорошо массу перемешать. После того, как ее хорошо перемешали, переливаем ее в отдельную посуду и даем массе немного остыть. Слишком охлаждать ее не надо, она должна остаться теплой. И когда масса остыла, на поверхности образовалась вот такая пенка. Хорошо массу перемешиваем и теперь будем добавлять муку и замешивать тесто. Мука должна быть заранее просеяна, и добавлять ее будем в несколько этапов. Первый прием добавляем сразу половину муки, и пока получается перемешивать тесто лопаткой, перемешиваем. Затем добавляем следующую часть муки, также перемешиваем лопаткой, и когда уже тесто становится густым и лопатка уже не справляется, перекладываем тесто на припыленную мукой рабочую поверхность, и теперь будем замешивать тесто руками. Тесто будет очень липким, подсыпаем к нему понемногу оставшуюся муку и продолжаем вымешивать. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, поэтому последнюю часть подсыпаем маленькими порциями. Здесь главное не переборщить с мукой, пусть тесто в конечном итоге останется немного липковатым, чем забить его дополнительной мукой. После отдыха оно станет эластичным и податливым, а коржи хорошо пропитаются. Если добавить много муки, то тесто станет жестким, а коржи после выпечки будут грубыми и плохо пропитаются. У меня ушла ровно вся мука, тесто уже собралось, оно очень мягкое и нежное, но посмотрите, оно продолжает оставаться немного липким. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник примерно на час. И спустя это время будем сразу раскатывать коржи на той поверхности, на которой будем их выпекать. У меня тефлоновый лист, также подойдут силиконовые коврики или пергаментная бумага. И обратите внимание на тесто, оно уже не липкое, оно мягкое, эластичное, податливое, легко раскатывается и с ним удобно работать. Раскатываем тесто тонко и вырезаем диаметр, который нам нужен. У меня 18 сантиметров, и из данного количества получилось 10 коржей. Перед выпечкой делаем наколы вилкой и затем переносим на противень. Чтобы процесс ускорить, я раскатываю сразу по 2 коржа на одном листе. Итак, выпекаем коржи в заранее разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. На это уходит несколько минут, буквально 4-5.
Коржи не передерживаем. Пока коржи горячие, они мягкие, но после остывания затвердевают. Тесто раскатываем тоненько, во время выпечки оно хорошо поднимается, и чтобы коржи в торте хорошо пропитались. У меня получилось 10 коржей диаметром 18 сантиметров. И теперь возвращаемся к приготовлению крема. Достаем нашу сметану, она у меня простояла около 4 часов в холодильнике. Кстати, сверху на блюдце я еще клала пачки масла, творога, чтобы груз был тяжелее. И посмотрите, сколько жидкости стекло, около 200 мл. Сметану перекладываем сразу в ту чашу, в которой будем взбивать крем. И посмотрите, какой она получилась. Она густая и кремообразной консистенции. И теперь к сметане добавляем вареное сгущенное молоко из холодильника. Чем вареная сгущенка будет гуще, тем лучше. И постарайтесь использовать максимально качественную и вкусную. Начинаем взбивать на невысокой скорости миксера, чтобы сгущенка разбилась до более мелких комочков. И затем повышаем скорость до максимальной и продолжаем взбивать до однородного крема, пока комочки сгущенки полностью не разойдутся. В процессе пару раз останавливаемся, чтобы перемешать крем и собрать его со стены дна чаши. В результате должен получиться вот такой однородный, пышный, воздушный, при этом достаточно густой крем, он не будет вытекать из торта при сборке. Крем очень вкусный и он намного легче, чем аналогичный со сливочным маслом. И теперь приступаем к сборке торта. Здесь все просто. Каждый корж прослаиваем кремом. Я предварительно взвесила весь объем крема и посчитала, сколько нужно на каждый корж. И на весах каждый раз отмеряла одинаковую порцию, чтобы слои крема между коржами были одинаковыми. Из 10 коржей для сборки я использовала 9, а 1 оставила для обсыпки. И также отложила несколько столовых ложек крема для обмазки боков торта. Собранный торт я обязательно зажимаю разъемным кольцом, предварительно обернув торт ацетатной лентой. На стабилизацию торту нужно часов 8 в холодильнике, я всегда его убираю в холодильник на ночь. Коржик, который я оставила для посыпки, я его сложила в пакет и с помощью скалки измельчила в крошку. После стабилизации торт можно выровнять кремом и декорировать его. У меня на канале есть рецепты самых разных кремов для выравнивания торта. Ссылки на них я оставлю в описании под видео. Ну а я выбрала классическую версию оформления медовика. Бока торта я смазываю тем кремом, который специально для этого откладывала, и затем обсыпаю торт крошкой, бока и его поверхность. Лишнее смахиваю кисточкой, и медовик готов. Просто словами невозможно передать, какой он ароматный. Обязательно к медовику завариваем чай или кофе и наслаждаемся. Посмотрите, каким нежнейшим получается торт, он очень хорошо пропитался и буквально тает во рту. Торт получается очень вкусным, готовится из доступных продуктов и довольно несложно. Друзья, у меня на этом все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!